Китай больше не просто родина недорогих веселых машин. Теперь это настоящий инкубатор автомобильных инноваций. Помните времена, когда китайский авто вызывал лишь снисходительную улыбку? Все, забудьте. Сейчас на арену выходят премиальные модели, от которых реально отвисает челюсть. Один из ярких примеров – новый кроссовер S9 от гиганта GAC. И нет, это не просто попытка догнать и перегнать. Это уже уровень, где можно смело бросать вызов таким автомобилям, как Range Rover. S9 выглядит так, будто его разрабатывали в каком-нибудь дизайнерском бюро Европы. Стиль, строгость, премиальные детали с тем самым вайбом, который обычно ждешь от дорогих европейских брендов. Если бы убрать шильдик, запросто можно принять за что-то немецкое или британское. Больше никаких дешево и сердито, теперь дорого и впечатляюще. Так что да, S9 – это не шутки. Китайцы вошли в высшую автомобильную лигу, и, похоже, надолго. В марте 2025 года GAC дал старт новому этапу. Дилеры начали принимать заказы на кроссовер S7, первую ласточку новой дизайнерской философии бренда. Но долго в одиночестве S7 не задержалась. Ее уже догнал старший брат, свеженький флагман Трампче S9. На первый взгляд одно лицо, оба выполнены в фирменном стиле компании под названием «Скрытые грани в плавности». Звучит поэтично, выглядит технологично. Отличие между ними скорее в деталях. Чуть крупнее кузов, чуть другие акценты, но в целом узнаваемая родословная. Передняя часть с простыми светодиодными фарами, соединенными узкой светящейся полосой, которая проходит под капотом. Нижняя часть бампера, кстати, не просто декоративная. Тут спрятались большой по центру и два боковых воздухозаборника. На крыше, конечно, установлен лидар, уже как дань современным технологиям. Если посмотреть на профиль машины, то сразу понимаешь, это типичный кроссовер с скрытыми дверными ручками и зеркалами, которые прикреплены к специальным стойкам. А вот колесные диски можно выбрать диаметром 20 в стандарте или 21-дюймовые, за которые попросят доплату. Корма выглядит по-настоящему стильно. Тут у нас лаконичный спойлер на верхней части багажной двери, который добавляет автомобилю динамики. А еще эти вертикальные фонари с рисунком песочные часы прям запоминаются с первого взгляда. И все это соединено тонкой линией через всю ширину кормы, создавая эффект единой плавной линии. Кузов девятки может быть двухцветным, что выглядит реально эффектно. Габариты кроссовера S9. Его длина целых 5060 мм, что на 160 мм больше, чем у младшего S7. Ширина осталась на уровне 1950, а вот высота стала немного ниже – 1760 мм на 20 мм ниже. Расстояние между осями увеличилось на 50 мм и теперь составляет 2930. Вес машины – 2365 кг, что на 100 кг больше, чем у S7. Что касается клиренса, точных данных нет, но можно смело предположить, что он либо чуть больше, либо такой же, как у S7 200 мм. Новый кроссовер основан на новой платформе EV+, которая подходит как для электромобилей, так и для подзаряжаемых гибридов. Пока что модель доступна в одной версии с 1,5-литровым турбомотором, который выдает 160 сил. Этот движок не только крутит колеса, но и может работать в качестве генератора, а на высоких скоростях подключается напрямую к передним колесам. Но давайте перейдем к сути. Тягу S9 обеспечивают два электромотора, по одному на каждую ось. Точные данные по их мощности пока не раскрыты, но можно предположить, что они будут на уровне S7, у которого турбомотор на 160 сил сочетается с 231-сильным электродвигателем. Общее количество лошадок – 392. А если брать полноприводную версию, то на задней оси будет еще один электродвигатель мощностью 109 сил, что дает общую мощность 501 лошадиных сил. У этого кроссовера заявлен аккумулятор от Kettle на солидные 44,5 кВт-часа. На одном электричестве он спокойно проезжает до 252 км, правда по китайскому циклу, так что в реальности, скорее всего, будет чуть скромнее. Но все равно для городских поездок более чем достаточно. А если вдруг захотите выбраться куда подальше,
Включаете бензиновый мотор, и запас хода тут же вырастает до 1200 км. И да, про зарядку не забыли. Есть быстрая, с 30 до 80% за 15 минут. Пока вы пьете кофе, машина уже готова к новым приключениям. Салон S7 и S9 – это как два разных мира, но оба крутые по-своему. В S9 интерьер выглядит солидно и премиально. Деревянные вставки из черного ореха, кожа напа на сиденьях, ну и сам интерьер кажется дорогим и классическим. Приборная панель уже не просто торчит сверху, как в S7, а аккуратно интегрирована в консоль, все выглядит очень стильно и гармонично. А вентиляционные дефлекторы, в отличие от скрытых в младшей модели, тут прямо на виду. В общем, S9 чуть более изысканный, с фокусом на детали, как будто тут все на уровне премиум-класса. Все управление в этом автомобиле сосредоточено в центральной мультимедийной системе, которая стала настоящим центром управления всем функционалом. Конструкция центрального тоннеля тоже претерпела изменения. Тут теперь две ниши для беспроводной зарядки смартфонов, два подстаканника и удобный подлокотник с ящиком для вещей. S9 можно выбрать с 2 или 3 рядами сидений. Если берете модель с 3-м рядом, то во 2-м ряду вас ждут раздельные кресла с электроприводом и эффектом невесомости. А для максимального комфорта сиденья оснащены 18-точечной функцией массажа, чтобы даже в долгой поездке не ощущать усталости. И, конечно, забыли ли о потолочном экране для пассажиров? Конечно, нет. И это уже стандарт для кроссоверов такого уровня. Все, чтобы поездка была максимально комфортной. Что касается багажного отделения, точную вместимость не уточнили, но визуально в 5-местной версии места вполне достаточно, чтобы запаковать все необходимое для семейного путешествия. А если еще и заглянуть под пол, там тоже есть отсек для всякой мелочевки. Так что для поездок с семьей или дачи будет более чем достаточно. Интеллектуальная конфигурация этой машины снабжена системой Huawei ADS4.0, которая включает в себя 192-линейный лазерный радар и суперсовременный 4D радар миллиметрового диапазона. А еще она использует мультисенсорное слияние, благодаря чему машина может автоматически избегать столкновений и аварийных ситуаций. Ваш автомобиль будет не только предсказывать, но и предотвращать любые неприятности на дороге. GAC готовит к выходу в продажу свой новый S9 в Китае. Ожидается, что это случится в 3-м квартале 2025 года, а точные цены пока держат в секрете. Однако можно точно сказать, что новинка будет дороже. Кроссовер S7, который на родном рынке стартует от 24 300 до почти 32 тысяч долларов. Прогнозируется, что цена на S9 будет варьироваться в пределах от 34,5 до 41,5, а самая топовая версия может подскочить до 48 тысяч долларов. В любом случае, новинка обещает стать интересным предложением на рынке. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле, и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.